Друзья, всем привет! Готовлю очень вкусные творожные кето-ватрушки без глютена и без сахара. Ватрушки получаются пышные и воздушные. В этом рецепте я использую творог не менее 9% жирности, сметана не менее 25% жирности. Миндальную муку покупаю экстра помола. В качестве подсластителя у меня аллюлоза. Вы можете использовать любой другой подсластитель по своему вкусу. В яйца добавляю соль и подсластитель. Перемешиваю венчиком, чтобы подсластитель растворился в яйцах. Чтобы подсластитель быстрее растворился, рекомендую пробить его в блендере либо в кофемолке. Я покупаю уже готовую пудру аллюлозы. Также в этом рецепте можно использовать жидкую стевию. В яйца добавляю творог и ванилин. 2 вилками, сложенными вместе, перемешиваю творог с яйцами, чтобы творог основательно вмешался в яйца. Просто вот так 2 вилки сложить вместе, и тогда получается вот такая творожная основа. Это быстро и просто. Добавляю сразу всю миндальную муку с разрыхлителем и перемешиваю, чтобы получилось творожно-миндальное тесто. Творожно-миндальное тесто не слишком плотное, но и не жидкое. Вот такой по консистенции. Убираю тесто в холодильник. В сметану добавляю желток, подсластитель и все тщательно перемешиваю венчиком. Начинка на ватрушке готова. Убираю ее пока в холодильник. Противень для выпекания тщательно смачиваю водой. Сверху выкладываю пекарскую бумагу, фиксирую пекарскую бумагу на противне. Порционно при помощи ложки и лопатки выкладываю все тесто на пергамент. Заготовки примерно в равных пропорциях. В целом у меня получилось 9 заготовок. Каждую творожную заготовку разглаживаю мокрой рукой, чтобы придать форму ватрушки. Дополнительно при помощи мокрой ложки в каждой заготовке формирую углубление, для того, чтобы в дальнейшем уложить в нее начинку. Противень с заготовками убираю в морозильник на 15-20 минут. В начинку добавляю миндальную муку и перемешиваю. После миндальной муки начинка хорошо загустела и готова к работе. Вот такая по густоте начинка получилась. После морозильника заготовки хорошо замерзли. Если противень не помещается в морозильник, просто наклоните его боком и установите под наклоном. В каждую заготовку порционно выкладываю сливочную начинку при помощи ложки. По данному рецепту уходит вся начинка. Противень с заготовками убираю в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Творожные кето-ватрушки получились очень вкусные, воздушные и пышные. Я уже сразу с пылу с жару одну схватил, просто уже не могу удержаться. Они настолько вкусные, что их можно съесть сразу за один присест. Готовьте полезную и вкусную выпечку на канале. Приятного аппетита!